Приветствую вас, меня зовут Сергей. В этом видео мы поговорим про силу воли. Когда мне говорят или пишут, что, мол, у меня нет силы воли, я не могу отказаться от сладкого, я пробовал худеть или набирать, в общем, вес, короче говоря, не уходит, не набирается, ничего не меняется, я срываюсь, постоянно все, крах в белый флаг, помогите, спасите. И что делать с этим? Или я вообще наоборот не буду ничего делать, я уже пробовал, отказываюсь, все, спасибо, до свидания, ваши услуги мне не интересны. И всегда почему-то у меня всплывает в памяти вот такой ролик из Ералаша, называется «Сила воли», где мальчик сидит и медитирует над шоколадкой. Знал бы ты, как я ее хочу. И мне ничего не стоит сорвать тебе, положить ее в рот, но я сказал себе, нельзя. Нельзя тебе говорят, девчонка, тряпка, сопля. И долго ты так держишься? Почти 2 часа, 1 час 57 минут, 47 секунд, 48, 49. Ну а если совсем не моготу? Если продумано? Лопну, но от своего не отступлюсь. Давайте разберемся в этом вопросе, так как решение есть, я вам сейчас его донесу. Ну и попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Комментарии по желанию, вопросы по желанию, все ссылки под каждым из видео. Поехали! Когда мы говорим про силу воли, конечно же, у нас возникает в голове некий отказ от чего-то, от каких-то привычек. То ли мы что-то ели, то ли мы что-то пили. Я про вредные привычки злоупотребления здесь не буду обсуждать. Здесь мы говорим про еду в целом, ту еду, которую мы повседневно используем. И в какой-то степени мы стали заложниками вот той пищевой промышленности, которую мы сейчас имеем. Тех самых продуктов, которые поставляют нам в магазины, мы их потребляем, и, соответственно, мы их любим, или они любят нас. Вот в чем вопрос. И как отказаться от любимых продуктов? Да, я даже иногда слышу, я не могу или не хочу даже отказываться от любимых продуктов, вот, которые я ем, блюд и так далее. Сейчас я вам расскажу, как это устроено, и покажу, что отказываться не нужно. Это не тот путь. Ограничения, как говорится, не работают. Нужно сделать так, чтобы условия были для того, чтобы даже не применять эти ограничения и достигать того результата, который нам хотелось бы. Я думаю, каждый, кто хочет снизить вес, завтра бы хотел проснуться минус 20, там, минус 15, там, или без объемов лишних, да, талия осиная там, или еще что-то. У всех свои запросы. Я думаю, каждый бы хотел. Еще раз, когда у нас возникает зависимость? Зависимость возникает от того или иного. Я про питание, про еду, про злоупотребление, то есть переедание, использование каких-то продуктов в большем объеме, а каких-то меньше. Как раз таки вот здесь и кроется ключ к решению вопроса. Когда у нас чего-то в организме не хватает, дефицит, то, как правило, чего-то становится в избытке. И вот здесь как раз и получается такая ситуация, что нам как бы хочется, и мы как бы любим эти продукты. Чтобы решить проблему, нужно восполнить то, что в дефиците, и сделать так, чтобы уменьшилось то, что у нас в избытке в данный момент. Баланс, сбалансированное питание. Норма 1, 2, 3, без излишеств, без избытков. Даже полезных элементов много не должно быть. Нельзя есть много белка, чересчур много белка, я об этом говорю. Да, многие люди вообще не понимают, сколько много, сколько мало. Об этом как раз и говорит человек, который разбирается, то есть человек, который ведет других людей со стороны, видя, как это все у них происходит. Про белки, про клетчатку, да, про витамины, про углеводы, какие нужны, какие нежелательные, есть какой водный режим, какой режим питания вообще должен быть. Вот это в целом и называется сбалансированное питание. И вот как раз таки, где решение вопроса? Решение давно уже найдено, еще 40 с лишним лет назад. И сейчас, внимание, очень важная часть, тот самый пазлик, который дополнит всю эту картину. 1980 год. Основана компания под названием Herbalife Nutrition. И как раз таки еще тогда они пошли путем
вспоминаем дефициты и избытки, восполнение дефицитов белка, витамины влиять на усваиваемость всего, чтобы снизить того, что у нас как раз-таки является в избытке. Компания Herbalife Nutrition делает продукты сбалансированного питания высокого качества. Это лидер wellness-индустрии, лидер сбалансированного питания. И концепция компании как раз-таки направлена на то, чтобы дать человеку не просто продукт, а вывести его на режим сбалансированного питания, объяснить вот эти основы с помощью консультантов сбалансированного питания, которые, конечно, зарабатывают, ведя человека до результата. И это дает в комплексе положительный результат. Есть система поддержки, это и марафоны, есть индивидуальное сопровождение. Есть просто пользование, поддержка, просто человек понимает, что действительно сбалансированное питание ему важно иметь как концепцию вообще жизни в принципе. Почему? Потому что это влияет на все влияет. Ну, я думаю, только откажется жить больше, чем среднестатистический человек. Согласны же? А как он может это сделать, если он сам себе вредит? Неумышленно вредит, важно. Я не говорю про тех, про кого мы вот вначале говорили, а про тех, кто стал заложником вот этого всего и не понимает, как вырваться из этого. Как раз таки дайте организму то, что он хочет, и дефициты вот эти все закройте, и все, проблема у вас решится. И очень важно завершить вот это видео одним таким интересным наблюдением, с которым, в принципе, и вы, думаю, согласитесь. Если мы сами, с усами, да, начинаем к чему-то стремиться, кто-то начинает зарядка по утрам делать, кто-то там за питанием следить, кто-то худеть начинает, обязательно найдутся те люди, которые со стороны посмотрят на вас, как на дурачков, мол, ты что это делаешь? Ты зачем это делаешь? Тебе не надо. Вы и так хорошие, мы и так вас любим. Это имеет место быть. Но если вы будете находиться в окружении тех людей, кто несколько в другую сторону смотрит, кто в одном сообществе с теми находится, которые стремятся к результату, мотиваторы, да, а в окружении в основном демотиваторы, даже среди близких, родных демотиваторы, которые вас расхолаживают, не дают вам приблизиться к цели, не дают. Вот как раз таки я бы на вашем месте не отказывался от предложения поучаствовать в марафоне, быть в том сообществе, где люди получают результаты. Это очень важно. Если будете среди демотиваторов, вы никогда не достигнете своей цели. А если будете среди тех, кто стремится к результату, к здоровому образу жизни, вы сами будете такими. Баночка с солеными огурцами, да? Яркий тому пример. Свежий огурец туда поселили, и все, через какое-то время он точно такой же стал. Думайте сами, решайте сами, какой путь вы выбираете. Всегда есть выбор. Нельзя тебе говорят, девчонка, тряпка, сопля. Вот это сила воли. Вот это класс! Лопну, но от своего не отступлюсь.